Мы рождены в невежестве. По мере взросления мы получаем разрозненную картину фактов, и каждый составляет свое субъективное мнение о мире. Кому-то повезет, и он родится в семье с глубокой преемственной передачей знаний. Другие же попадут под оболванивающую пропаганду СМИ и превратятся в говорящих голов, продвигающих лживые нарративы. Главное в этом мире — знать, кто ты и где. Когда владеешь этими ключами, то сможешь избежать большинства ложных путей, усугубляющих невежество. Цель жизни разумного существа — учиться положительным качествам у других и выстраивать объективную картину мира о истории человечества и мироздания. Это и есть духовный путь. В этом видео постараемся более целостно и структурно разобрать историю за последние пару тысяч лет. Это будет сложно, ибо мы не станем опираться на лживые исторические книги. У нас в арсенале будут только материальные факты: архитектура старого мира, древние здания, свидетельства катастроф и объектов, существование которых попросту невозможно в современном историческом повествовании. Также следует объективно разобрать священные писания, без фанатизма в плане религии, насколько они соотносятся с происходящим. Кто такой Бог? Какова роль религии? Кто мы в этой системе? Есть истинный Бог, Абсолют, создатель каждого вида энергии, всех миров и бесчисленных видов живых существ. Представить его невозможно. Это квантовая многомерная сингулярность. Абсолют всегда действует опосредованно. Он никогда не вмешивается, и поэтому сохраняется свобода воли. Однако в иерархии мироздания есть множество духовных существ, которые взлетают и падают в своем развитии. Ветхозаветный Яхве — это один из таких демиургов. Это не Абсолют. Яхве представляется Богом и вводит человечество в заблуждение. Он не может допустить, чтобы кто-то превзошел его в духовном уровне, иначе он потеряет духовную власть и падет в иерархии. Поэтому он приходит к самым духовным личностям, представляется Богом и начинает раскручивать эго человека, называя избранным. Так было с народами и пророками. Далее этот избранный народ задирает нос и всех остальных считает недочеловеками. Истинный Бог, Абсолют, никогда не станет ни с кем разговаривать. Его личность не имеет ничего общего с примитивным человеческим сознанием. Евангелие от Иоанна 1:18. Никто никогда не видел Бога. История в Ветхом Завете специально написана корявым языком, ломающим обычное восприятие. Это перепрограммирование сознания, когда зверства в каждой главе облекаются в особый вид, трудный для беглого чтения, чтобы в сознании не формировалась картинка. Когда мы читаем человеческую литературу, мозг начинает галлюцинировать, и мы видим яркие образы происходящего. Но Писания построены так, чтобы люди с трудом читали каждую строку. Это словно нейролингвистическое программирование. Критичность происходящего теряется. Человек перестает делать правильные моральные выводы из прочитанного. Если бы все писалось человечным языком, то не было бы места сомнениям, что Бог Ветхого Завета — это демон, выдающий себя за Творца. Как сказано, судите по плодам. За годы существования интернета накопилось тысячи часов с разборами Ветхого Завета на тему того, что Яхве — это демиург. Углубляться в это нет смысла, поэтому отмечу наиболее важные моменты. Истинный Бог действует опосредованно. Прямое вмешательство — это сильнейшее психологическое насилие над личностью и нарушение свободы воли. Человек становится рабом, его настоящее «я» подавляется. Это как если бы всю жизнь вас мама водила всюду за ручку, не отпуская.
Даже есть устойчивое выражение – стоять над душой. Прямые приказы от Бога – это нарушение свободы воли, и это противоречит акту творения свободной души. К тому же сам Яхве говорит, Исайя 45:7: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и творю зло. Я, Господь, делаю все это». Если Он творит зло, это снимает со всех ответственность за происходящее. Что из себя представляет личность Яхве в Ветхом Завете? Это эгоцентричный тиран, одержимый жаждой власти. Наделяет избранных особыми полномочиями, повелевает им убивать своих детей, калечить половые органы, завоевывать другие народы и обращать в свою веру, а непокорных истреблять и обращать в рабство. Заставляет строить жертвенники для закалывания животных. Он ест мясо и наслаждается дымом горящей на жертвеннике плоти. В Ветхом Завете избранные личности предстают в образе фанатичных диктаторов, без чувства юмора. Там нет моментов, когда с помощью юмора снимается напряженная ситуация. Когда там кто-то оступается, по малейшему поводу его сразу проклинают. А это, по ведам, черта демонов. Ибо их эгоцентричная натура способна только проклинать. Примеры там на каждой странице. Ной напился. Его увидел Хам и посмеялся. Ной же в гордости своей проклинает не Хама, а своего внука и весь его род. Любой святой из Вет отправил бы Хама в паломничество на месяцок по святым местам, чтобы у него голова просветлела, и он получил бы благословение. Но мы видим, как в Библии на всех сыпятся лишь проклятия, как от Бога, так и от его избранников, потому что это эгоцентричная природа демонов. Посмотрите, какие благословения раздал Яхве. Он обещал землю обетованную. И что в итоге? Моисей получил ее. Посмотрите, какие жуткие контракты заключают с Яхве. Отрезать крайнюю плоть у мальчиков. Так поступает Бог, Создатель всего сущего. Или так может поступать только демон? Также в книге Еноха есть показательные моменты. Яхве допускает на землю наблюдателей. Зачем всевидящему Всетворцу непременно нужны посредники? Эти наблюдатели, падшие ангелы, вступают в связь с земными женщинами и рождают нефилимов. Затем эти сверхсущества якобы развращают людей, и все сводится к тому, что Яхве обрушивает всем на головы потоп. Но вот нюансы в этой истории. Яхве сам допускает ангелов на землю и рождение нефилимов. Полагаю, Бог мог бы придумать 1000 способов, чтобы не допустить такого исхода. Даже простая невозможность оплодотворения уже решила бы проблему. Однако, чтобы нефилимы не спаслись от потопа, ангелам было приказано спилить те самые исполинские деревья, которые сейчас считают горами. Знаменитая гора Дьявола в Америке. Естественно, эти деревья играли какую-то важную роль в земной системе, и ему нужна была причина их уничтожить. Поэтому Яхве провернул план 2 в одном, уничтожив важные элементы системы мироздания и обнулил все накопленные знания человечества, прервал передачу информации между поколениями о прежнем мире. Дети, в вашем доме поселился маньяк. Мне придется взорвать ваш дом вместе с вами. Здесь, повторюсь, нельзя мешать Яхве и пророков вместе. Пророки и святые — это люди с высокой духовностью. Яхве использует их для манипуляций, чтобы история шла по его руслу, чтобы его никто не сместил с трона. Поэтому пророки предсказывали появление Христа, чья духовная сущность превосходила Яхве.
Демиург, в свою очередь, также пытался оказать влияние на Христа. Он представился ему отцом и пытался манипулировать через эго. Но несмотря на давление Яхве, Нагорная проповедь прямо направлена против Ветхого Завета. Подставь другую щеку вместо ока за око. И ключевые места дают понять, кто же такой Яхве. Христос ни разу в Евангелиях не обращается к Яхве по имени. От Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Еще примечательна фраза о князе мира сего, что он осужден. Кто является князем мира сего, если не Яхве? Он ведь руководил богоизбранными и давал законы. Возникает вопрос, кто такой Христос? Одна книга не может в полной мере раскрыть всю истину мироздания. Поэтому я изучал много эзотерических версий, особенно восточных. Индуизм в большей степени отражает происходящее, где есть сменяемые демиурги, правящие этим миром. Они все эгоцентричные личности. А есть святые, которые снисходят в этот мир для наведения порядка. Христос – один из святых, который пришел разгрести здесь Авдеевы конюшни. Но, как и остальные, он родился в невежестве, и демиург представился ему отцом. В Новом Завете можно наблюдать, что Иисус не всеведущий. Он задает вопросы, не риторические, и удивляется поступкам людей. Также показательна его последняя фраза на кресте: «Отче, почему ты покинул меня?» Сделаем перепросмотр закоренелого термина «агнец». Как давно он фигурирует в Ветхом Завете? В каком контексте произносится в Новом Завете? По сути, агнец — это просто барашек, которого закалывают ради пира. Почему люди воспринимают агнеца в положительной коннотации? Из-за перепрошитых мозгов через корявый текст? Яхве запрограммировал Христа стать его жертвенным блюдом? Роль агнца в Ветхом Завете кровава и конкретна. Впервые агнец появляется как жертва, приносимая Яхве. Это жертва Авеля, которая была угодна Богу больше, чем дар его брата Каина. С этого момента для избранного народа он становится одним из главных жертвенных животных. Самый важный контекст — это жертвоприношение на иудейский праздник Песах. В ночь исхода из Египта каждой еврейской семье было велено заколоть однолетнего непорочного ягненка, а его кровью помазать дверные косяки своих домов. Согласно тексту, это должно было спасти их первенцев от ангела-губителя, который в ту ночь убивал всех египетских младенцев. Так что, по сути, пасхальный агнец — это ритуально убитое животное, чья кровь служила маркером для отсрочки смерти. Нужно ли здесь разъяснять, что Яхве санкционирует такие зверства, а ангелы покорно исполняют его любую волю? Таким образом, в Ветхом Завете агнец — это объект, ритуальное орудие для умилостивления грозного божества, а вовсе не субъект, вызывающий умиление. Иоанн Креститель публично называет Христа агнцем Божиим, который берет на себя грех мира. Иоанн 1:29. Этот момент ключевой. С этого момента Иисус больше не просто человек или учитель. Он предназначенная жертва. Вся его миссия сводится к одному — быть закланным. Логика ритуала проста. Как в Египте богоизбранных евреев спасает кровь невинного ягненка, так и Яхве продлевает свои полномочия ритуальной кровью высокодуховной личности.
Как вы знаете, число масонов — 33. План Демиурга свершился. Он хозяин этого мира. Он руководил Римской империей и лепил рабский строй. Он подстроил смерть Христа в 33 года. Но Иисус смог вернуться в этот мир благодаря духовной силе, но уже преображенный влиянием Яхве. Иисус сковал подставного сатану на 1000 лет. И здесь было тысячелетнее царство, которое сейчас называют Тартария. Большинство людей, узнав о теориях заговора, задаются вопросом: зачем им обманывать? Какой в этом смысл? А смысл есть, если мы живем в малом сезоне сатаны из Апокалипсиса, глава 20. Откровение 21:5. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И низвергг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ужили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ужили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Иисус при жизни обращался не к далеким поколениям через 1000 лет, а к своим ученикам и соплеменникам, которые окружали его. От Матфея 16:28. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Либо присутствующие при этой речи до сих пор живы, либо царство наступило при их жизни. Все, что описано в Библии, уже произошло. Имя Нерона в гематрии означает число 666. Иоанн был в заточении на острове Патмос и писал, предупреждая о грядущих событиях эзоповым языком. Всадники Апокалипсиса — это римская тетрархия, форма правления 4 правителей. Откровение 1:9. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Откровение 1:7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Принявшие Христа прекрасно понимали, о чем он пишет. Они ожидали Христа при своей жизни. Иоанн конкретно пишет: «Те, кто пронзил его, узрят Христа и возрыдают». Вся современная бессмысленная суета жизни специально выстроена так, чтобы у людей не было времени остановиться и задуматься о мире вокруг. А ведь все это у нас под носом. Может, вы и видели прекрасные здания в Риме и Ватикане и думали, что это лишь единицы. Однако на Земле, на всех континентах, десятки тысяч храмов и дворцов безумной сложности и геометрии, которые не могли строить крестьяне в лаптях без электричества и современных инструментов. Обман малого сезона сатаны был бы невозможен, если бы все знали, что это все строилось при Христе силами святых.
Вот краткая хронология известных событий новой эры. Нулевой год. Рождение Христа. 33-й год. Распятие и вознесение Христа. 66-й год. Армагеддон. Треть земли уничтожена. Пустыни, города и горы расплавлены. Начало тысячелетнего царства, которое называют Тартарией. Крестьяне в лаптях, без электричества и инструментов, не строили эти тысячи дворцов и соборов по всей земле. Это делали святые. В здании нет ванн и туалетов. На монетах и зданиях датировка с буквой G и I перед датой. Это не единица, это обозначение тысячелетнего царства. Все описаны в уже упомянутых стихах Евангелий. Откровение 1:7. От Матфея 16:28. Откровение 20:1-5. Триумфальные римские арки сделаны в честь Христа. На них ангелы, которых нет в римской традиции. Это не Виктория. У ангелов мужские лица. Первая арка сделана в 80 году нашей эры, после Армагеддона. На старинных картинах тексты на арках прославляют Христа. — 1066 год. Начало малого сезона сатаны. Из Евангелия, глава 20. Материки на плоской земле расходятся. Случается грязевой потоп. Большинство гибнет. Солнце начинает ходить по двум орбитам — по тропику Рака и Козерога. Раньше материки стояли кучнее, и везде было лето. На средневековых картинах до XVI века нет зимы. Начинается переписывание истории. Масоны переименовали 1066 в 1666. Историк Гуннар Хайнсен, который не был христианином, проводил исследования и доказывал, что 600 лет истории ложные. 1176-1776 год созданы США и написана «История Рима», писал масон Гиббон. Статуя свободы — это статуя сатаны. Посмотрите на ее ноги. Цепи разорваны. Сегодня 1426 год от Рождества Христова. Число 6 неспроста фигурирует всюду, в самых значимых местах. Отмечу самое важное. Они издревле используют вавилонскую систему исчисления, поэтому везде в значимых местах вставляют число 6 или 9. Из-за наличия у нефилимов 6 пальцев или из-за шестиконечной звезды неизвестно. Вся так называемая наука о мироздании — это число зверя. Ньютон, гравитация, 1666 год. Наклон Земли 90 градусов, минус 23,4. Получаем 66,6. Кривизна Земли 0,666 фута на милю. Скорость планеты за Солнцем 66,6 тысяч миль в час. Радиус Солнца 696 тысяч километров. Гравитационное постоянное 66,6. Лунная высадка 1969. Есть десятки самых значимых мест, куда вставляют 666. Каждый штрих-код и QR-код — это число 666. Так они подписываются и обозначают свой удел власти. И поэтому в этом ключе столь интересна дата 2026 год. 1666 год плюс 360 лет получил 2026. А еще 1776 плюс 250 лет — это снова 2026. 250 лет — это четверть, это тысячи.
словно сезон от года, малый сезон. В английском варианте это звучит как Satan Little Season, то есть малый сезон сатаны. И примечательно, что число 360 — это цикл. А если сложить все числа от 1 до 36, будет их любимое число 666. Является ли 2026 год окончанием сезона? Многим бы хотелось. Но не спешите с выводами. Кроличья нора еще глубока. Несмотря на благодетельные намерения Христа, учитывая ведические истории, известно, что святых тоже можно ввести в заблуждение. Мы не знаем, насколько сильно на него повлиял Яхве. Исходя из множества доказательств, видно, что в 66 году Иисус вернулся и устроил Армагеддон, убив десятки, может, сотни тысяч. А это как-то не сочетается с практикой «подставь вторую щеку». И к тому же нет описания, что ликвидированы падшие ангелы, духи нефилимов, бесы, которых сам же Иисус изгонял. Опять все шишки летят в людей. В следствие, а не в причину. До Тартарии были города нефилимов, римский стиль, который падшие ангелы позаимствовали с небес. Однако в Тартарии они имели особенный функционал благодаря звуковой геометрии. Как собор Парижской Богоматери, Миланский собор в Италии, Бургосский собор в Испании. Отрицать их величие нельзя. Но выглядят они реально жутко. Их даже сложно соотнести с человеческой архитектурой. Такая готическая громадина подавляюще влияет на психику человека. И это не субъективное восприятие. Множество людей это подмечают. Эти здания по большей части вызывают страх, в отличие от обычных капитолиев, которые больше ассоциируются с совокупностью духа и порядка. И их формы человечней. Еще есть претензии к картинам Средневековья.
Не знаю, относятся ли эти картины к тысячелетнему царству, или их нарисовал Ии, когда начался малый сезон. Однако выглядят они, как бы помягче выразиться, крайне лубково. Сейчас можно зайти на любой сайт с художниками и ахнуть от стилей. Но здесь мы говорим о великих технологиях Тартарии, где люди не умели нормально рисовать. Это странно. И не осталось никаких технических сооружений, ни малых, ни больших. Складывается картина, что хоть и люди владели сверхъестественными возможностями, это происходило в рамках своеобразного лубочного состояния. Вроде как своеобразный совок, где все ходили в страхе перед Богом и думать не смели о каких-то фривольностях и отходе от общего стандарта. Словно был строй, как Советский Союз, где подавлялось инакомыслие и свобода. 1000 лет волшебных технологий и никакого прогресса. Посмотрите, сколько контента и вещей люди сделали за последние 50 лет, а от царства остались лишь здания. Зданий в римском стиле на земле десятки тысяч, а готических соборов, как в Кёльне и собор Парижской Богоматери, лишь несколько десятков. И они выглядят угнетающе. Их архитектура нечеловеческая. Она давит на психику. Она говорит «склонись перед Богом». Большинство зданий и городов было построено до тысячелетнего царства, римский стиль. И в этих зданиях встроено огромное количество разнообразных языческих элементов, которые не стали бы строить в тысячелетнем царстве. Большая часть Санкт-Петербурга именно в языческом стиле. Также следует помнить, что 1000 зданий Старого мира были уничтожены за 19-20 век. Они просто не вписывались в исторический нарратив, и, похоже, в них были сакральные элементы, способные дать ответы. Самые известные места — это всемирные ярмарки США, Луизиана и Чикаго. И, конечно же, бомбежка Европы в 20 веке в рамках операции «Миллениум». Глумливое название «Миллениум» прикрывает уничтожение исторических свидетельств о том, что тысячелетнее царство уже было. Вернемся к личности Христа. Яхве приходил к духовным людям и перенаправлял историю в свое русло, диктуя им свою волю. Иисус — духовная личность, который пришел спасти мир от демиурга. Но Яхве с раннего детства представился Иисусу своим отцом и начал вводить в заблуждение, создавая замкнутого фанатика. У Иисуса не было друзей и равных людей в понимании, с кем можно поговорить. Тогда, быть может, Иисус набрал апостолов не по собственному выбору, а по просьбе Яхве. В итоге мы видим, что ученики Христа составляли обычные безграмотные работяги, чьи предыстории мы не знаем. И была ли у них вообще тяга к духовности? А потом Иисус общается с ними притчами, как с детьми, и постоянно говорит аналогиями. И, несмотря на это, часто сталкивается с недопониманием. От Луки 24:25. «О, несмысленные и медлительные сердцем!» От Матфея 17:17. «Долго ли мне быть с вами?» И знаменитое «Отойди от меня, сатана», обращаясь к Петру, от Матфея 16:23. В этом ключе интересно следующее, что если бы Иисус оставался независимым и набирал самых толковых людей, с большим авторитетом и властью, из первосвященников и госуправленцев, чтобы они могли оказывать большее влияние на массы. Что если бы они являлись полноценными членами общества, с семьями и духовным бэкграундом? И в дальнейшем, даже спустя века, это сыграло бы в христианстве очень положительную роль. Христианство имело бы иной окрас. Оно считалось бы религией самых умных и продвинутых. И здесь, в сравнении, интересная история с Кришной как с госдеятелем. Он был независимым, влиятельным правителем, философом. Он не приказывал следовать за ним, но он общался с лучшими представителями страны и давал им ценные наставления.
Он был не требовательным диктатором, он был другом и советником. Однако Христу хватило силы высказать все в Нагорной проповеди, которая направлена против Ветхого Завета. После этого Яхве отправил Христа на смерть в ритуале 33, масонское число. Христос согласился и тем самым признал власть Яхве над собой. Также показательна его последняя фраза на кресте: «Отче, почему ты покинул меня?» А после воскресения странные моменты. По мне так, если бы Христос заявился ко мне в гости, я бы спиной почувствовал. Но когда Иисус приходит к ученикам, его никто не узнает. Он им доказывал, что Он — это Он. Фома не верил, пока не ощупал раны на теле Христа. Отсюда и выражение про Фому неверующего. Также появлялись ангелы и говорили: «Да, это Иисус, мы подтверждаем». Деяния 1:10-11. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Ну и далее апостолы, странствуя, дописывали учение. То, что им там Яхва надиктовывал через ангелов и видения. Где все это время был Иисус и как его обрабатывали, история умалчивает. Однако потом видим, что в 66 году наступает Армагеддон. Города и горы расплавлены, сотни тысяч убиты. Не особо вяжется с «подставь другую щеку». Поэтому и выводы. Яхве обращает Христа на темную сторону, использует его духовную силу, чтобы дальше править. И все пророчества о малом сезоне сатаны — это план Яхве, чтобы снова здесь куражиться на полную катушку. И пребывающие духовные личности попадают в ловушку невежества, когда весь мир — огромная многослойная матрица лжи. Бог не стал бы потворствовать злу, устраивая малый сезон сатаны, где миллиарды существ находятся в полном невежестве сотни лет, где им с раннего возраста промывают мозги и засоряют тело химией и микропластиком, чтобы они ни черта не соображали. При этом у людей нет ни единого шанса противостоять сатане. Это как пустить тираннозавра в курятник. Люди вынуждены работать на 3 работах ради куска хлеба. И у большинства нет ни минуты свободного времени, чтобы во всем разобраться. Элитам необходимо практиковать метод раскрытия информации, когда они сообщают правду о мироздании в фильмах. И, быть может, знаменитые «Звездные войны» не такая простая картина. «Звездные войны. Месть ситхов». История в «Звездных войнах» о Энакине Скайуокере — это история Христа. Скайуокер означает «ходящий по небу». Он должен был быть избранником, но перешел на темную сторону. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! И стал Дартом Вейдером, пешкой Палпатина Яхве, для строительства империи, порабощающей народы галактики. Символ империи в «Звездных войнах» — шестиконечная звезда. Символ повстанцев — 8-конечная звезда, как Вифлеемская звезда. Повстанцы — Люк Скайуокер, новое поколение джедаев, одолевшее тираническую империю, которая с орбиты плавила города. Вифлеемская звезда — это словно символ Абсолюта, а шестиконечная — символ Демиурга, неполноценная звезда. Сенатор Палпатин прикидывался добрячком, а оказался владыкой ситхов. Так же, как и Яхве, выдающий себя за Бога, является самим сатаной. Энакин
признает Палпатина наставником и выполняет приказ 66, уничтожая джедаев. И в нашей хронологии это год Армагеддона. Исходя из материальных свидетельств той поры, можно сделать выводы, что Яхве ввел Христа в заблуждение и использовал его духовную силу, чтобы уничтожить цивилизации, которые не принимали его безумные правила. А затем строилось тысячелетнее царство, которое по сути представляло совок, общество преданных фанатиков с лубочным представлением о мире. И средневековые картины отражают это детское состояние мировоззрения. Блаженны нищие духом. Христос правил как диктатор Дарт Вейдер, жезлом железным, и народы были вынуждены приходить на поклон под страхом смерти. Откровение Иоанна Богослова 19:15. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Это не правление Бога, это тирания Демиурга. Адам и Ева съели плоды познания добра и зла, а люди до сих пор не различают, что такое хорошо, а что такое плохо. Люди не понимают, что история Ветхого Завета — это история Демиурга, который выдает себя за Бога. Абсолют создает миры, но действует опосредованно. Он не станет приходить к избранным. Это нарушение свободы воли и сильнейшее психологическое давление. Личность при таком контакте гибнет. Настоящее «я» человека никогда не раскроется. Под конец 1000 лет правления мы имеем очередные странные благожелательные жесты в сторону людей, где сатана вновь отпущен на свободу, чтобы обманывать, грабить и убивать миллионы людей, вводя всех в полное невежество. А что все эти сотни лет малого сезона делают святые? Сидят в Иерусалиме и глядят, как тут детей и людей калечат. Это не потворство злу. Идеальная система лжи. Яхве использует образ Христа как элемент управления лубковым поколением святых. Они слепо доверяют Писанию апостолов о необходимости малого сезона сатаны. Что наверху, то и внизу. И здесь, на земле, то же самое. Масоны выставляют президентов, и люди также слепо доверяют управленцам, делегируют им полномочия. И все для момента, чтобы сатана пошел на стан святых, и тогда на всю землю снизойдет огонь, который уничтожит всех. Тогда-то человечество предстанет перед судом у Белого престола. И вот вопрос на задуматься. Все это действительно необходимо? Снова нужно уничтожать землю? Сперва потопом, сейчас огнем? Или это снова обнуление человечества и знаний? Может, план Демиурга по введению в заблуждение Христа удался? В Евангелии четко описан апокалипсис и Армагеддон, а это не вяжется с «подставь щеку». И опять же, в конце малого сезона всех уничтожают. На людей спустили сатану, которого невозможно одолеть человеческими силами, а затем с людей же и спрашивают за то, что сатана их обманывал. Это буквально повторение истории с падшими ангелами и потопом. Демиург не будет иметь над людьми власти, если духовность людей дозреет до момента, когда мы поймем: абсолют — основа всех объектов, и осознанную личность никто не может контролировать, как воскресшего Христа, который победил саму смерть.
И вот, казалось бы, мы подошли к черному моменту, когда начинаем понимать, что нам уготовано лишь очередное обнуление. Но я позволю себе отшагнуть от пропасти и посмотреть в сторону расширяющегося просвета на небе. Я постараюсь показать и изложить истинный исход грядущих событий в позитивном ключе, насколько это возможно. Дело в том, что сейчас YouTube забит эзотериками всех мастей. Каналов тысячи на всех языках. И это интересный сигнал. Я полагаю, множество очень духовных личностей спустилось именно в наше время, под конец малого сезона, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу, очередное обнуление. Но на этот раз с особыми условиями. Обычно духовные способности проявляются с рождения, где ребенок с раннего возраста уже проявляет силу. В Евангелии от Фомы говорится, что Иисус в возрасте 5 лет делал голубей из глины и оживлял их. А также интересный момент, что он проклял детей, которые над ним смеялись, и они умерли. То есть Иисуса выдали его способности, и Яхве сразу обратил на него внимание уже в юности и начал его обрабатывать, культивируя в нем эго и культ личности. В итоге Иисус признал его за отца и подчинялся ему и его приказам. От Матфея 24:36. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Здесь прямое признание. Христу неведомы планы Яхве, но Он следует им. В наше же время на воплощенные души с большой духовной силой наложено ограничение. Способности по управлению материальным миром заблокированы до особого момента. Поэтому все эзотерики чувствуют особые внутренние состояния и раскручивают в интернете свою публичную персону, где в большинстве своем гонят полную пургу. Про ченнелинг, про жизнь в космосе на других планетах, про Аштара Шерона и прочую чушь. Это происходит из-за непроработанного эго. Вместо того, чтобы объективно изучать мир, они транслируют навязываемую извне ложную картинку мира — матрицу. А так как мы живем в малом сезоне, эта ложь нас окружает повсеместно. И здесь как бы идет соревнование среди душ на объективную картину восприятия мира. От Луки 17:21. «Царство Божие внутри вас». Это про то, что каждый — часть Абсолюта. Яхве прекрасно знает, что в мир явится орда духовных личностей, поэтому устроен малый сезон, где всюду ложь, и докопаться до истины стоит огромных усилий. Однако проблема в том, что Яхве не может всех сразу обрабатывать так же, как Христа. И ни у кого не проявлена сила управления материальным миром, Яхве не знает, кто на самом деле самый сильный из них. Это как искать иголку в стоге сена. Отсюда вся его тактика — забивание информационного поля бесконечным количеством мусорного контента. Даже нейронки неспроста стали доступны обывателям, это в разы увеличило поток этого мусора. Но в конечном итоге выявится группа, которая обладает наибольшей объективной картиной мира. Те, кто может видеть сквозь эти ложные слои матрицы. Им откроются все их возможности, чтобы предотвратить уничтожение Земли. Со временем мы выстраиваем в сознании структурированную картину мироздания. И здесь играет роль, на что по жизни мы обращаем внимание. У самых духовных личностей сознание направлено на самые энергетически значимые узлы, и у них выстраивается наиболее объективная картина происходящего. А у кого самая объективная картина восприятия реальности? Правильно, у Абсолюта. То есть, познавая объективную реальность, а не внутренний лубковый мир, душа структурно приближается к духу Абсолюта. Поэтому духовные личности начинают управлять материальным миром, и их власть может покачнуть трон Демиурга. План Яхве — это организация какой-то заварушки,
где якобы сатана должен напасть на лагерь святых и случится уничтожение земли. Вопрос: зачем сатане нападать на лагерь, если это его уничтожит? Не проще ему просто править и не нападать? Ответ для нас уже очевиден. Это часть плана Демиурга. Как я уже говорил, Библия написана таким особым, исковерканным языком, чтобы отключать нормальное восприятие и критическое мышление, где каждая страница дается с трудом и перегружает мозг. Так вот, когда дело дойдет к кульминации, и рука Яхве потянется к кнопке с надписью «Огонь», тут-то его шаловливую ручонку и схватят за запястье самые осознанные души, превосходящие его в духовной силе. Те, кто наиболее полно раскрыл план Демиурга и приблизился к абсолюту по духу. И тогда с Яхве спросят по полной, и со всех его марионеток. Сдается мне, неспроста вся эта верхушка во власти так себя вольготно ведет, а президент США с хохотом заявляет, что не собирается в рай. Они знают, что подчиняются Демиургу, и им ничего не будет. Однако какие же у них будут рожи, когда Яхве провалится в нижние миры, и они вместе с ним. Ну а человечество наконец-то сможет нормально жить, без всяких бесов, нефилимов и прочей погони. Всем будет доступна объективная, подлинная картина мироздания, где абсолют — основа всего, где каждому будут даны способности по мере осознанности. Свободный мир, без догм, без пророчеств и без ложных богов.